Друзья, добрый день! Сегодня у нас будет такая интересная беседа, почему женщины достоверно живут дольше, чем мужчины. Вот если двое людей родились в один день, один из них мужчина, другой женщина, то в среднем женщина проживет на 5-10 лет дольше. И эта статистика относится абсолютно ко всему миру. И сегодня хотелось разобрать причины, почему так, почему это происходит, собственно говоря. Самое интересное, что вот эта дельта средней продолжительности жизни между мужчиной и женщиной в России самая большая в мире, и составляет она порядка 11 лет. Это колоссальный разрыв и колоссальная разница. И цель моего видео, которое я хотел записать для вас, мужчин, для того, чтобы вы обратили внимание на основные факторы риска, посмотрели на них, еще раз задумались, и для того, чтобы все вместе мы смогли увеличить среднюю продолжительность жизни в России. Потому что мне кажется, что это очень важно, и мне хотелось бы, чтобы мужчины в России жили дольше и качественнее, чем это есть сейчас. Согласно статистике Росстата, средняя продолжительность жизни мужчины порядка 65 лет. То есть, внимание, большинство из мужчин даже не доживает до пенсионного возраста. Собственно говоря, давайте разбираться в причинах более подробно и посмотрим, что же является главным из причин, которые приводят к столь трагичному результату. Ну и первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это, естественно, алкоголь. Здесь хотелось бы затронуть интересное исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале Lancet. Lancet — это один, наверное, из самых авторитетных медицинских источников в мире. Итак, внимание, то есть было проанализировано 150 тысяч мужчин в России и посмотрели, как связано потребление алкоголя и средняя продолжительность жизни ранее смерти. Ранние — это те, которые у нас происходят до 60 лет. Ну и теперь более подробно поговорим о самом исследовании. Итак, ученые взяли и посмотрели мужчин, которые регулярно хронически употребляют алкоголь. К какому выводу они пришли? Что риск ранней смерти увеличивается на 16% у мужчин, которые выпивают примерно 1 бутылку водки в неделю. Те, которые выпивают 1-3 бутылки водки, риск смерти вырастал более чем на 30%. А те, которые выпивали еще больше, да, находились такие умельцы, риск смерти составлял порядка 50%. Это колоссальные цифры, и, как вы сами понимаете, алкоголь является одним из ведущих факторов ранней смерти мужчин в России. Но при всем при этом на себя обращает внимание одна интересная деталь, что Россия не занимает ведущее место в потреблении алкоголя. Действительно, это так. Я, соответственно, проводил факт-чекинг, перепроверил, когда готовился к этому видео, и оказалось, что Россия занимает 29 место по потреблению алкоголя во всем мире. Казалось бы, не так уж и все плохо. Но у российских мужчин есть одна особенность, что, вот, допустим, те страны, которые потребляют больше, там Франция, Англия, Испания и так далее, у них они употребляют действительно алкоголя в год на душу населения больше. Но при всем при этом они выпивают там 2-3 бокала вина, допустим, каждый вечер. То в отличие от них российские мужчины выпивают конкретно в пятницу, в субботу довольно высокие дозы алкоголя. И как раз-таки вот это вот пиковые значения, они являются гораздо более токсичными для организма, чем регулярное ежедневное употребление алкоголя малых и средних доз. Поэтому здесь стоит обратить внимание на то, что алкоголь не должен быть именно в каких-то очень больших количествах. То есть не должно быть явных таких возлияний на еженедельной основе. Поэтому обратите на это внимание, ну и вообще лучше сократить до минимума. Потому что алкоголь является одним из главных факторов, который приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. К тому же, помимо сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, соответственно, увеличивается травматизация, ДТП, всевозможные причины насильственные и прочие смерти. Поэтому, друзья, будьте, скажем так, будьте внимательны и будьте умеренны в своих желаниях, и это действительно вам поможет сохранить свое здоровье на долгие годы. Ну и вторая причина, которую нельзя упомянуть, естественно, это курение.
Курение — это был первый фактор риска, который вообще ученые доказали о том, что есть какая-то связь между возникновением онкологического заболевания и, соответственно, каким-то постоянным фактором риска. Курение приводит, мы все знаем, к раку легкого, раку слизистой полости рта, гортани и так далее. При всем при этом он увеличивает достоверно развитие таких болезней, как Хоббл, сердечно-сосудистые заболевания. Много говорить об этом не стоит. Мне кажется, абсолютно каждый школьник уже знает о том, насколько вредно курение. И это является таким фактором риска номер 2, потому что мужчины в России курят значительно чаще, чем женщины. Третий фактор сугубо физиологический. У женщин довольно высокое количество эстрогенов. Это основной женский гормон, хотя сейчас уже не совсем правильно говорить мужские и женские гормоны, но эстрогены обладают протективной, то есть защитной функцией, защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вдумайтесь на минутку, что молодые мужчины, вот если мы возьмем таких женщин того же возраста, страдают примерно в 2,5-3 раза чаще от сердечно-сосудистых заболеваний. И во многом это обусловлено защитными действиями эстрогена. Именно потому, что эстрогены обладают защитным действием, мы видим резкое увеличение сердечно-сосудистых заболеваний в женской популяции с наступлением менопаузы. Поэтому здесь не стоит принимать эстрогены, просто нужно вести адекватный, здоровый образ жизни и уделять своему здоровью достаточно внимания. Вот это как раз-таки 4-й пункт, о котором хотелось бы поговорить. Мужчины в России значительно реже, чем женщины, обращаются к врачам. То есть это прям достоверный факт. Я за время своей работы врачом давно на это обратил внимание, особенно когда работал с онкологическими пациентами, то, что у мужчин значительно чаще мы выявляем более продвинутые стадии заболевания. Абсолютное большинство мужчин в России пренебрегают своим здоровьем. Они пренебрегают диспансеризацией, они пренебрегают симптомами, которые приходят, и часто уповают на то, что само пройдет. Вы сейчас, может быть, смотрите это видео, вспомните, когда вы последний раз мерили давление. Вы знаете, что в России молодые мужчины до 45 лет, порядка 30% страдают гипертонической болезнью. А именно гипертоническая болезнь приводит и является основным провоцирующим фактором ишемической болезни, сердца, инсульта, инфаркта и так далее. Когда вы последний раз мерили давление? Если у вас сейчас есть тонометр, то обязательно померите с утра и вечером, посмотрите, оцените свое состояние. Если ваше давление уже выше 135, то стоит обратить на это внимание и как минимум пойти к кардиологу или терапевту для того, чтобы разобраться с причинами этого состояния, для того, чтобы начать что-то с этим делать. В России мужчины действительно настолько реже ходят к врачу. Если вы сходите в поликлинику в обычную, вы увидите, что гендерный состав там значительно отличается друг от друга. И это некий достоверный факт. Поэтому, мужики, хватит уже, давайте начинать адекватно ходить к врачу. Я не говорю о том, что надо стать ипохондриком, по каждому чиху бежать в поликлинику. Нет, просто нужно адекватно относиться к своему здоровью. Мне хочется иногда рассказывать такие истории о том, как люди жалеют и насколько им становится прискорбно, когда они получают свои эти страшные болезни, свои страшные диагнозы, особенно которые касаются онкологии. То есть это просто абсолютно каждый. Я не видел ни одного пациента, который бы сказал: да, я бы ничего не стал менять в своей жизни. Как есть, так и получилось. Абсолютно все хотели бы что-то изменить в своей жизни для того, чтобы не получить эти тяжелые калечащие болезни. А их возможно профилактировать, если вы будете своевременно обращаться к врачу. Кстати, сказать интересный тоже факт, что с 2026 года, с сентября месяца, в реестре профессий даже появится врач превентивной медицины, и вроде как он должен появиться у нас в поликлиниках, то есть это доктор, который будет прицельно заниматься профилактикой болезней, ранним выявлением факторов риска и работы с ними. Так что это отличная новость и повод сходить в поликлинику как минимум с сентября месяца, чтобы начать заниматься своим здоровьем. Еще один фактор риска, который приводит к усугублению качества жизни, снижению здоровья в мужской популяции, это психологическое состояние, психологическое здоровье. Точнее, полное игнорирование того, что происходит с вами с точки зрения именно психики. Мужчины в России совершают суициды в 6 раз чаще, чем женщины.
Это достоверный факт, который он опубликован. Меня лично это пугает, потому что для многих сходить к психологу — это вот что-то, понимаете, такое несуразное. Как будто вот кажется, типа, зачем? Я мужчина, я сильный, я воин, я могу со всем справиться. Мужики, хватит. Нет, ничего подобного. На самом деле нужно к этому относиться как к действительно то состояние, с которым нужно бороться, с которым нужно работать, с которым нужно что-то делать. Выгорание, профессиональные трудности и все прочее, с этим можно прекрасно работать. Действительно, есть психотерапия, есть ряд лекарственных препаратов, которые помогают справиться с этим состоянием. Потому что вот это вот психологические проблемы, они очень часто приводят к очень плачевным результатам. Причем они приводят к результатам плачевным не только в контексте самоубийства или суицида, но и в том числе крайне неблагоприятно влияют на другие органы и системы, потому что повышенный эмоциональный стрессовый фон приводит к повышению артериального давления, мы опять же возвращаемся к сердечно-сосудистым заболеваниям, к нарушению гормонального фона, то есть повышается кортизол, снижается тестостерон. Он приводит к тому, что у людей развивается зачастую эректильная дисфункция в том числе. Поэтому сходить к психологу, если вы чувствуете, что вы как-то вот не так уже себя чувствуете, что вы выиграли, что вы на грани, обязательно запишите. К тому же сейчас в России существует бесплатная психологическая помощь, которую вы можете позвонить и обратиться хотя бы в экстренной ситуации. Если вы чувствуете, что вы на грани, что вам тяжело, пожалуйста, это просто бесплатно. Позвоните, вам помогут. Друзья, на этом у меня сегодня все. Я хотел бы в конце сказать, что очень важно следить за своим здоровьем, потому что наше здоровье — это большое счастье, которое, к сожалению, мы начинаем почему-то ценить только тогда, когда его теряем. Поэтому еще раз пересмотрите свои вредные привычки, постарайтесь от них отказаться, начните ходить к врачу, как минимум самостоятельно мерить давление и периодически сдавать анализы. У меня было видео про чекап, где вы можете посмотреть тот список анализов, который необходим, который вот базовый минимум для того, чтобы выявить ранние факторы риска и начать с ними работать. Друзья, у меня на этом все. Желаю здоровья. До новых встреч.